все проходит, и коридор затмений прошел. И наступила следующая неделя, следующие аспекты, которые тоже пройдут, как проходит все. Всем счастья! И мы сейчас с вами посмотрим, что происходит на следующей неделе с 14 числа по 20. Аспектов будет достаточно, аспекты разного характера, о которых мы сейчас с вами поговорим, но все равно фаворитом Марс, потому что Марс зашел с 11 числа к Львам. И этот Марс очень чувствуется. Марс – это энергия, Марс – это сила, Марс – это движение, Марс – это действие. И заходит к Львам. Очень комфортно там Марсу. К Львам, которые на пьедестале. Этому Марсу они дают развитие, направляют, вместе с ним активно взаимодействуют, учат, что-то показывают. Вот так себя Марс будет вести, находясь во Льве. И мы этот аспект будем очень хорошо чувствовать. Марс настолько осознанный, такой качественный, находясь во Льве. То есть энергия осознанная, качественная, действия, которые ты делаешь, предпринимаешь все, что ты вокруг себя предпринимаешь, как ты проходишь, проживаешь качественно. От того, что вот такая энергия тебя, созидательная энергия. Всегда во Льве энергия созидательная. На построить, показать, предстать, блистать. Это все вот эта вот энергия такая амбициозная очень Марсом. И этот аспект будет долго, поэтому, конечно, он только начинается, он только образовался, и влияние его будет очень сильное, вы будете очень сильно его ощущать. Следующий аспект, который тоже такой, скажем, напряженный, он уже давно в таком напряжении находится, это Сатурн делает квадратуру к Урану, Уран делает квадратуру к Сатурну. Смотрите, сейчас Сатурн стоит в Водолее, а Уран находится в Тельце. И это противостояние тоже, так скажем, двух гигантов. Уран – это воля, это свобода, это развитие, это бунтарство, это не воспринимай, если тебе что-то не нравится, заявляй, говори про это. И Сатурн, который говорит, зачем что-то менять? Уже сложилась схема, сложилась система. Вот и выполняй, как это было веками сделано. Вот такие две противоборствующие, и они в конфликте, они в квадратуре, они между собой тянут одеяло друг на друга, не уступают друг другу. И этот конфликт такой давно уже, этот аспект уже такой назрел этот конфликт. Как говорится, кто кого, но здесь в этом противостоянии нет кто кого. Всегда побеждает кто умнее, кто может что, уступить. Конечно, если ты начинаешь, как правило, да, Уран может показать и воинствующую сторону. А Сатурн это больше, конечно, тот, который обрабатывает это через голову. То есть основное это давай подумаем, как решить этот вопрос. Зачем нам сразу какую-то принимать действие? Давай сначала что-то решим, план какой-то составим. В общем, это противоборство, да, этот аспект стоит, и пока он еще в такой активной фазе. Никак не может разойтись на звездном небе, никак не могут эти две планеты разойтись, они еще все стоят в квадратуре. А следующий аспект, который тоже на этой неделе есть, это Плутон делает трин, гармоничный союз, гармоничный аспект с кем? С Лилит. Все, или Лилит делает трин к Плутону. Все, что бы ни делала Лилит это фиктивная точка. Но это, все, что бы она ни делала, это всегда проказы.
это всегда подвох, это всегда будь осторожным. Даже если она делает такой гармоничный аспект, как трин, делает к Плутону финансы, мощная какая-то структура. Ты что-то куда-то обратился, и ты получаешь хороший ответ, но здесь может быть какой-то подвох, поэтому смотри внимательно. Может быть, тебе проценты большие будут. Может быть, потом тебе нужно будет рассчитаться как-то по-другому. Если ты смотришь, как контракт тебе пришел, у тебя такой хороший, составили тебе контракт, у тебя хорошая появляется работа, заработки хорошие, читай внимательно, где-то маленькой строчкой будет написано, что ты должен, допустим, первую и последнюю зарплату отчисляется в какую-то организацию, или ты должен будешь потом там что-то, какие-то работы предоставить, или часы какие-то отработать. То есть всегда, когда делает, что бы ни делала Лилит, а тем более, когда делает трин, это маленькие хитрости, какие-то маленький подвох, что-то здесь все равно кроется какое-то. Поэтому без внимания этот аспект оставить невозможно. И дает к Плутону, казалось бы, ну такой, знаете, тоже гигант Плутон, не по своему виду, а по своему воздействию. Это такой гигант, который, это финансовые структуры, это государственные структуры, ответственные. Это отношения, которые могут между людьми быть. И если тебе, допустим, один из супругов или рабочие какие-то отношения предлагает какой-то такой подозрительно хороший вариант, тоже здесь нужно быть очень и очень осторожным, потому что есть какие-то подводные камни. И этот аспект, этот, казалось бы, гармоничный, но все, что связано с Лилит, всегда нужно быть начеку, осторожным. Следующий чудесный, шикарный, великолепный тоже аспект будет на этой неделе. Это Венера. Делает такой же трин гармоничный и прекрасный аспект делает с Нептуном. Но Венера и Нептун, они в содружестве. Они оба, Венера сейчас еще находится в Раке и только с 27 числа перейдет к Львам, тогда она там приобретает немножко такой королевский статус, такой презентабельный. А сейчас, пока она еще, находясь в Раке, и еще и делает трин с Нептуном, ой, обманываться рад. Я сам обманываться рад, называется этот аспект. Ну, давайте сначала вот эту вот финансовую сторону рассмотрим этого аспекта. Финансы будут задействованы на этой неделе. Именно их проверка, проверять и еще раз проверять финансы. Это и по Плутону, и вот Венера. Финансовая сторона. Да, если ты делаешь покупку, посмотри, насколько ты будешь ее выплачивать. Не добавили ли тебе там какие-то по ошибке могут быть добавят какие-то лишние 2-3 месяца, чтобы ты оплачивал. И если ты делаешь какую-то сделку, смотри, выгодна ли она тебе. Тебе будет казаться, ой, какая выгодная сделка, ой, как хорошо я сделаю. Но посмотри, есть какие-то розовые фантазии от этой сделки. Поездки, которые ты хочешь делать, тоже посмотри, где это отель, какой это отель, как оплачиваться будет, что будет с питанием, как организовано это все, как ты доберешься до этого отеля. То есть увидела картину, картинка красивая, и написано как-то все хорошо, красиво, но чуть-чуть нужно глубже все залезть, проверить, посмотреть. Потому что Нептун делает всякие иллюзии. Ну-ка, витай немножко в облаках. Ну, немножко там вот как-то так, не так все. Ну и что немножко тебе не ту информацию дали. А вот в облаках полетай, тебе хорошо. Вот так немножко запутывает тебя Нептун. Хоть и делает такой чудесный, прекрасный аспект. Вот посмотрите, эти два аспекта, которые делает Плутон с Лилит и Венера с Нептуном. Казалось бы, это трин, очень благоприятный и гармоничный аспект. Но в каждом из них есть подвох. И этот подвох, ты неподготовленным, ты можешь его, попасться на него, не заметить его, обойти его. А потом, когда столкнешься, будешь думать, как же так было написано так, а приехали совершенно другая информация.
Это даже, знаете, может быть даже путаница с погодой. Приехали, писали, погода хорошая, хорошая, приехали, дожди начались. Такое тоже может быть. Вот как-то оно все немножко, и не настолько это, ну так скажем, будет тебя сильно выбьет из колеи. Нет, потому что все-таки это гармоничный аспект. Но какой-то будешь думать, ну я, наверное, как-то, может, неправильно почитал, может, неправильно посмотрел. Я что-то, наверное, сам ошибся. Будешь как-то претензий даже чуть-чуть к самому себе, потому что вроде как-то все было гармонично, все как-то было логично. Но вот получилось, как получилось. В принципе, неделя, сама по себе неделя приятная. Если вот учесть вот эти вот все вот тонкости, которые будут происходить, какая-то немножко... Да, если ты увидел и тебе нравится, то смотри вовнутрь, посмотри внимательно еще, что где маленькими буквами написано. Или побольше информации узнай, или какой-то там ресерч сделай, точно узнай, как это так или это по-другому. Или перезвони кому-то, спроси, уточни еще раз кому-то. Даже может быть, знаете, со временем. Время написано в 9 часов, а вы приехали, а самолет улетел, потому что было время на 8:30. Как? У меня в билете 9. Ой, да, здесь как-то опечатка, подпечатка. Вот оно вот все на ровном месте. Но вас отправят, вас посадят. Это какая-то и не ваша вина, и не компании вина. Это сбой какой-то в системе. Все это немножко неприятно, но тем не менее это трин. Все равно выход из этой ситуации всегда находится. Но вот такой вот маленькие вот такие вот помехи, маленькие вот такие нюансы. Но в целом все-таки неделя очень приятная, очень гармоничная неделя. Марс в роскошном, прекрасном состоянии. Вы будете прилив сил чувствовать после того, как прошло вот этот коридор, закончился этот коридор затмений. Да, физически даже как-то ты чувствовал немножечко, ты был придавлен. А сейчас набираешься, прям начинаешь, как будто силы к тебе прибывает. Марс, конечно, в прекрасном положении будет находиться. И вы будете чувствовать, вам захочется действия, вам захочется удовольствий, вам захочется чему-то научиться, что-то познать, что-то узнать. Такой очень живой интерес к жизни, очень живой интерес проявляется всегда, когда Марс, он украсит эту неделю. Вообще пребывание Марса во Льве украсит как-то, вот украсит твое само твое поведение, твою энергию украсит. Ну и, конечно, Венера и Нептун – это встречи. Это встречи, это свидания, это романтика. Это сюрпризы друг к другу, немножко такие завуалированные. Вроде как-то я и сделал какой-то шаг, сделал какое-то предложение, но все-таки так аккуратненько, осторожно жду, какая будет с той стороны реакция. Может быть, я что-то лучше не доскажу, чем я до конца. Это вот все немножко, но очень все мило, все равно все очень приятно, потому что гармоничные эти такие аспекты. И Сатурн с Ураном, этот аспект давно стоит, он уже прям вот назрел. И что-то, какая-то система, сама по себе система, которая выстроилась, она не работает. Но она расстаться с этим никак не может. И Уран, который уже столько сделал, ну, сделай какое-то движение, ну что-то поменяй в своей жизни, ну что-то предприми в своей жизни, а оно немножко зависло, оно еще все равно стоит, все равно в конце концов и этот конфликт абсолютно между Ураном и Сатурном, все равно этот конфликт тоже завершится, потому что ну, ничего не стоит на месте, ни один день не повторяется. И ты его не вернешь, ты туда не вернешься ни в один день. Ни в одну минуту назад не вернешься. Поэтому все равно все идет вперед. Поэтому всегда смотреть на то, что этот аспект пришел, как пришел, так и пройдет, так и пойдет, и жизнь пойдет дальше. Как все в жизни. Все проходит, и все аспекты пройдут. Ну, вот такая вот приятная неделя. Будем за ней следить, будем с вами встречаться. Бесконечно вас всех уважаю. Каждый из вас личность. Личность. Уважаю всех.
Спасибо за поддержку канала, спасибо за лайки, спасибо за комментарии. И до следующих встреч. Обнимаю вас.